Проснулась в окно, глянь, а там ничего не видно. Все в молоке. Ой, как холодно. Что себе туманище. Ежик в тумане. Здорово так. А я в поход собралась. Наконец-то. Yes. Все, я буду здесь ночевать. Хорошо, солнце подогревает, почти как летом. О. Всем привет! В этом году октябрь нас очень долго радует такими теплыми солнечными деньками, почти как летом. И вот сейчас стоят последние теплые дни, и мы с Петрухой решили сходить с ночевкой на скалы Верблюды. Я туда с ночевкой ходила всего один раз. Это было давно. Вот. Это было весной ранней, по снегу еще. Сейчас осень, красота такая, правда уже листья немного облетели. У нас перерывчик небольшой, мы решили чай попить. Прошли мы где-то около 7 или 8 километров. И нам примерно еще километров 6 идти. Такие дела. Мы хотим до заката успеть. Шли там по такой грязюке. Там такая каша, такая грязь, дорога такая разъезженная, скользит. Мы там не шли, мы, можно сказать, ехали, как на лыжах. Сейчас быстро перекусим и дальше пойдем. Идем через поля, красивые такие. Еще даже немножко зеленые, чуть-чуть желта. Тут ролики разбросаны по полю. Ролики — это стога сена, я так называю. Они как на ролики похожи, на роллы похожи. Сейчас скоро в лес зайдем, там уже так не будет солнечно. Там будет мрачно и грязно. Бревна скользкие, мокрые. Главное не шмякнуться в эту грязь. Тут мне лес нравится. Он такой дремучий. Хоть и дорога такая лесная есть, но все равно очень густой. И смешанный. Хвойные, конечно, преобладают, но все равно тут и береза есть. Вон она, береза, стоит среди пихт. Красивый лес и мрачный.
Вот такие просто развороченные дороги в лесу. И я вам не скажу, что это пригород или какой-то парк. Это реально тайга. И вот так разъезжены просто в ней дороги. Это вот эти квадроциклисты и на больших машинах тут катаются. Капец просто. И мотоциклисты тоже ездят. Я не знаю. И как я там реально пройду? Я, наверное, вот так пойду. Мамочка. Просто вот это бревно. Оно что-то вроде не едет, или я сейчас встану, оно поедет, да? И вот так вот. Бревна просто очень скользкие. Просто нереально. Солнышко уже вот-вот сядет, а мы внизу. Чувствую я, можем не успеть подняться на закат. Вот там в той стороне Базайха находится, просто ее не видно. Река Базайха. Короче, мы торопимся, потому что солнце скоро сядет. А нам еще на гору на эту лезть, которую я сейчас снимала, на самый верх. Мы хотим там с красивыми видами расположиться. Петя внизу предлагал, я говорю, нет, полезем наверх. Там красиво. И утром будет там очень красиво. Поэтому надо бегом, бегом, бегом. Я замерзла вообще, и некогда даже кофту надеть. Сильно прям похолодало, солнце спряталось, все, осень же. Руки особенно очень сильно замерзли. Ну, надо. Сейчас в гору полезу, еще жарко станет. Петя за водой пошел, он уже идет обратно. В Базайхе решил набрать. Он хитрый. Он шел налегке, а я тащила воду из дома. Я не хочу из Базайхи пить. Вот. Солнце уже, по-моему, село тут. Оно раньше садится, потому что тут гора такая. И все, мы на закат не успеваем. Вот в такую крутую гору нам сейчас подниматься. И вот он, верблюд один. Тут такой уклон просто капец. Наверное, градусов под 75, или если не 80. Очень круто. Ну, это я, наверное, сильно преувеличила. Он тут реально очень прям вот так. Сейчас, пока я болтаю, Петруха залезет. Со стороны меня Петруха снимать не хочет. Он убежал. Он сказал, что он бежит на закат. А я сказала, что я пришла отдыхать, а не бегать по горам. Вот такие дела. Вот птицу какую-то, видимо, лиса съела. Жалко птичку. Это еще скользко, все мокрое. Я и так всю дорогу за ним бежала и почти не снимала, потому что мы торопились. А я не люблю, если честно, вот так вот прям бегом бежать. Я довольно быстро хожу сама, но бегом бегать не люблю. Я все-таки в походе отдыхаю. Вот так несешься с рюкзаком, потом язык на бок. Хочется спокойненько все, чтобы было. Пускай бежит. Он уже почти наверху. Главное по этой дрезине съехать обратно. Рюкзак назад тянет реально. Зато я сейчас спокойно поднимусь.
И сниму для вас скалу Верблюд. Фу, вот она скала, еще немножко осталось. И я уже поднимусь. Не знаю, на какой закат он хочет. Солнце уже село. Оно еще внизу село, потому что тут гора загораживает. Оно за гору уходит раньше. Там даже видно красивое такое небо, чуть-чуть с розова. А вот отсюда, видите, Базайху видно. И Базайха огибает вокруг эти скалы все. Вот этот хребет. И я сейчас туда перевалюсь. С той стороны Базайху тоже будет видно. Такую петлю она огромную делает. Фу, я поднялась. Ну, еще подниматься дальше. Ну, хотя бы на этот перешеек. И вот Базайху с другой стороны видно совсем чуть-чуть. И вот один из верблюдов, самый знаменитый. Там арка есть. Я сейчас подойду, покажу. Я, кстати, вот этот фильм небольшой, его фильмом-то назвать, наверное, сложно. Просто снимаю для второго моего канала. Потому что мы довольно поздно, мы не смогли сильно на ранней электричке поехать. Поехали на 12 часов. А это поздновато, потому что идти сюда долго. Около 4 часов. 14 километров. Еще дорога такая была чевякливая. Такая чевякала. И мы прилипали. И поэтому я не сильно-то снимаю, да еще с Петрухой. Я думаю, я сюда когда-нибудь одна приду с ночевкой. У меня давно такая задумка есть. Но времени все не хватает ее осуществить. В этом году точно не получится, потому что уже сейчас холода начнутся. Вот, может быть, в следующем году. И уже нормально все поснимаю. Все эти скалы, видовки. Расскажу, покажу. Вот она, арка. Тут все любят фотографироваться. На верблюда залазят. Сейчас с той стороны будет видно, что это верблюд. Вот, красиво. И там сквозь арку видно молодые сосенки. Они прям как будто специально здесь выросли. Вообще я люблю вот такое спокойствие, когда не бежишь куда-то, не торопишься. Ну, как будет, так будет. И мне вот нравится все идти спокойно, показывать, рассказывать, а не вот так вот бежать. А мы всю дорогу сегодня бежим. Не люблю я такое. Вон верблюд. Даже уже, по-моему, видно немножко, что это верблюд. Кстати, Петя уже убежал очень далеко. Я даже вообще его не вижу, я не понимаю вообще, где он. Где-то, наверное, на горе там что-то фотографирует. Так вот, наверное, лучше видно. Такой подъем. Он тоже довольно крутой. Но он хотя бы лысенький такой. И более-менее сухой. По нему подниматься нормально. А там, по-моему, за ним еще подъем. И вон там еще одна скала. Я думаю, сейчас я поднимусь, там виды будут красивые. Кстати, очень жалею, что раньше не снимала. Мы с Петрухой с 18-го года ходим в походы вместе. Ну, периодически, естественно. Вот. И там столько у нас походов интересных было. Блин, этот клещ. Ну, муха лосиная. Где она там? Она так прижимается, что ее не поймешь, где она. Вот. И там, конечно, жалко, что не было возможности у меня снимать. Мне реально не на что было. У меня был кнопочный телефон и все. Даже тогда я пыталась какие-то видюшки снимать. Там просто ужасный звук, ужасное качество. Ну, кстати, отсюда Базайху видно. Это другая сторона. Не с той, с которой я поднималась. Вот тут зимой гуляла я. Проваливалась даже в нее. Даже там полынья была. Много очень. И Базайха была такая уже потаявшая. Такие дела. Вот иду по такому лесу. Тут, кстати, преобладает сосна. И береза вон есть. Пихты очень мало. А там внизу больше пихты было. Вообще я, конечно, люблю больше одна ходить. Я очень часто одна хожу. Но почему-то эти походы не снимаю, потому что мне хочется больше одной побыть. Мало снимаю одиночные походы. У меня почему-то так получается в последнее время, что больше съемка выпадает на походы, когда я с кем-то. Петруха вообще меня часто зовет. Но я очень часто отказываюсь. И вот
Я уже согрелась. Мне уже даже жарко. Но сейчас я поднимусь и быстро остыну. Надо будет быстренько вешать гамак. Я, кстати, сегодня с гамаком. И у меня новая у него подстежка. Суперская, с всякими там кармашками. Красивого такого синего цвета. За горой еще гора. За горой еще гора. За горой еще гора. И мне еще подниматься и подниматься. Тут очень крутые подъемы, но зато меня радует то, что сегодня мы поднимемся все подъемы, а завтра только вниз. Я люблю, когда в начале похода подъемы, а обратно спуски. Кстати, мне так жарко стало, что я даже уже кофту сняла, потому что когда поднимаешься в такие крутые горы, все время жарко становится. Вот такая тут скалка. Это все скалы верблюда и видовки там всякие. И мне вон туда еще подниматься. Это уже там 4-я или 5-я гора, я уже запуталась. Сколько тут уже подъемов. Все время вверх. Может, Петя что-то и успел поймать. Что такое подсветка такая красивая сейчас. Он там залетел просто на гору. Я тоже так могу залететь. Мы с ним раньше так именно и носились. А потом я подумала, зачем мне суставы гробить? Зачем лететь с таким рюкзаком, когда можно спокойно зайти, не торопясь. Чуть-чуть уже осталось. Так-то очень красиво. Такие скалы оранжевые здесь. Вон она, базаиха. В общем, такая красотень. И вот я поднялась уже. Вот Петин рюкзак. Он там, видимо, что там, дрова ищет или что, вон он идет. Петя себе расчищает место под палатку. Тут места под палатку вообще нет, потому что люди здесь не ночуют совсем. Вообще не ночуют. Мы хотели прям вот там встать, где я стояла, показывала. Но там вообще просто негде палатку. У меня-то гамак, мне можно хоть где повесить. Я хотела прям там на обрыве. Петя говорит, нет, со мной вставай. Опа! Чё буянишь? Я, короче, вот здесь буду гамак вешать. Вот от этого дерева до этого. Вот на ширике показываю. Вот тут нормально он повиснет. А вот там Петя будет стоять. Он не хочет далеко от меня стоять. Боится, да, Петь? Боишься? Сознавайся людям, а? Я очень боюсь. Он сказал, я очень боюсь. Такая у нас ночная обстановка. Петя что-то решил сначала костер развести. Наверное, животных, чтобы отпугивал. Палатку он так еще и не поставил. А я вот повесила гамак. Сейчас его там располагаюсь потихоньку и думаю, вешать ли тент. Что-то ветерок подувает, а я верхнюю не взяла подстежку. А с верхней подстежкой я бы вообще была закрытая, и меня бы не продувало. Так зато видно все будет. Под тентом как-то укромнее, теплее. Вон Петя там бревна ворочит. Мою работу выполняешь, Петь. Мою работу, говорю, выполняешь. Обычно это я делаю. Он, короче, нам там, видимо, это лавку делает. Оборудует, где сидеть. Даже палатку не стал ставить. Занялся стоянкой. Сейчас я тоже помогу. Сейчас спальник разложу. Завтра уже покажу новую подстежку, такую красивенькую синюю. Там кармашков столько, это вообще такая удобная. Ветер поднялся и решила повесить тент. Хорошо, что я его все-таки взяла. Ну, либо надо было подстежку верхнюю взять. Есть подстежка еще, чтобы ветром не задувало. Ну, так тоже хорошо, уютненько. Я люблю в этом коконе спать. Я никогда не устану повторять, что я обожаю этот гамак. Это вообще, это такой шедевр для меня.
Это лучшее, что могли изобрести вообще в нашем веке. Петруха там он уже. Готовка у него уже. Котелок уже повесил. Он там взял фарш, хочет котлетки себе сделать на камне. Камень греет. Продуманный такой. Вот так вот Петя сделал тут. Он, кстати, все время тросик носит. Я все тоже хочу купить и все забываю. Удобно очень. Так вот вешать хоть где можно, хоть что на него. Колышками просто растягивать и вот так вот весить. Возьмите на заметку, кому интересно. Вот не знаю, что он там варит. Вот камень у него греется. Он на нем будет котлеты жарить. Вот так он лавочку сделал. Временную такую. Похолодало. Ветер поднялся. У меня ноги что-то вообще прям отмерзли. И вообще я вся замерзла. Я куртку уже сверху надела. И под низ надела термокофту. И баф еще надела. И все равно мне холодно. Штаны-то у меня тонкие. Под штаны неохота термоштаны сейчас надевать. А потом перед сном их надену. Короче, хотела я погреться. Подложила веток такая. А у меня тут упала вот это вот. И вода вся вылилась, блин. А я еще полную ее налила. Мне воды так мало осталось. Как бы хватило до завтра. Сейчас на камень поставила. Надеюсь, не упадет. Следить надо. Я хочу у костра погреться, я замерзла. Петруха вот палатку поставил тоже. Быстро так закипело вообще. Даже не успела ничего сделать. Хорошая штука. Короче, Петруха лепит котлеты. Повар года. Вкусно будет на камушке, на природе. Да. О, Петя молодец, как что придумал. Жужжало. Он до этого, вот мы ходили в поход. Я не знаю, как переворачивать. На столбы он там себе стейк жарил, мясо. Ну я не ем мясо, вот. Вот пузырьки идут. Класс. Повар. Круто. Вот. Одну я съем и одну Алине, да? Нет, я не буду. У меня вот моя еда. Рис сублимированный с овощами и рыбой. И хлеб с творожным сыром с грибами и огурчик. Ох, как же круто-то. Как я люблю вот вечера такие в походах. Вообще обожаю вот такое время, когда уже все сделаешь, приготовишь, там стоянку оборудуешь, лагерь сделаешь и сидишь, уже вечеруешь. Вообще обожаю. Ночь на дворе, везде темнота, звезды. Сегодня, кстати, небо звездное. Люблю это время, очень люблю. Ну, у тебя вот это хорошо жарится, вот это вот. И потом, наверное, надо будет переставить. Что нам маленько дать? Жадный такой. Нормально, вот здесь нормально же. Последние теплые дни, реально последние. У нас же Сибирь, у нас вообще октябрь реально радует нас теплыми днями. Все, уже такого тепла больше не будет. Петруха вообще свой сезон закрывает ночевок. Он зимой не ходит с ночевками. А у меня он никогда не закрывается. Я хожу постоянно. Зимой тоже. Меньше гораздо. Поэтому мне от этого грустно. Сложно руки обжигают. Понятно. Я знаю. Я так рыбу делала. Супер котлеты на камне, на костре. Бушкрафт. Труха уже пробу снимает с котлет.
Вроде бы они у него хорошо прожарили, да? Да. Горячий аккуратно. Ну как? Вкусно? Ну да, вкусно. Прожарились? Кисло, из говядины где-то прожаренные, сочные. Подожди, подожди, стой. Да, круто, конечно. У него еще там картошечка заварена. Если забудете сковородку, можно всегда приготовить на камушке. Стихнет, ну пока что-то. Может, если он стихнет, вообще по прогнозу должен. Я смотрела. Я смотрела, где передают. Ничего себе, я у костра посидела. Ты мне так много припекало, что аж вот такие красные пятна пошли. Обалдеть. Перегрела немножко. Как же хорошо. Надела такие флисовые носочки. Мне они так нравятся. Это я еще заказала самые маленькие. Боялась, что мне не подойдут, потому что мне все время большое все. А они прям вообще вот прям по ноге. Надо еще одни такие заказать на смену. Сейчас в пуховик с ноги запихаю. Ой, как же здорово. Я еще кофту хочу сверху застегнуть на ноги. Ну или просто вот так, может, накину. Не такой уж и дубак. Правда, ветер все никак не прекращается. Но мне тут хорошо в гамаке, как в люльке, реально. Такая защита вообще. Вот у меня, кстати, фонари Армитек. Помните, я говорила, маленький фонарик. Очень удобно. Вот так вот зацепила его. И все. И вот, пожалуйста, подсветка можно двигать в любую сторону. И вот этот кармашек можно двигать, я уже показывала. И вот еще один фонарь Армитек висит, можно включить побольше света. Короче, у меня тут как дома, уют такой вообще. Вот так вот я удобно улеглась. Я так люблю в этом гамаке спать. Я всегда хвалю этот гамак. Это вам не такой гамак, в котором спина прогибается. Тут реально очень удобно. И тепло в нем, как в коконе. Я уверена, что я не замерзну. Я в этом гамаке в -7 ночевала со снегом. И у меня только чуть-чуть ноги подмерзли. И то это потому, что я мерзлявая. Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Там вон туман. Сейчас пойду смотреть. Вон красотища какая. Доброе утро, земля. Ночь прошла отлично. Я не замерзла. Немножко вечером подмерзала, а потом вообще хорошо стало. Под утро даже жарковато чуть-чуть было. Время 7:30.
Сейчас будет солнце вставать. Надо и мне вставать. Петруха уже где-то полчаса назад встал. Носился тут, я слышал, он уже костер разжег. Побежал фотографировать там. Надо мне тоже вылазить, пока туман есть, пойти снять такую красоту. Пока я собиралась, уже солнышко вон встало. Я не успела немножко. Тумана уже мало осталось. Вот такую красоту можно заснять с утра, с раннего, в таких местах. Так что стоит ходить с ночевками, особенно в последние теплые дни. Вот мой гамачок. Мне так нравится эта синяя постежка новая. Там у меня просто вещи внизу, поэтому она так коряво выглядит. Вот. И вот гамак я весила, считай, на обрыве. Здесь вот сразу обрыв. Вот это мне вот нравится в гамаках, что можно на обрыве его повешать. На любой видовке, с любыми видами. Вот тут палатку нереально было поставить на таких вот. Там еще камни всякие. Так, сейчас постежку покажу, что там внутри. Она, во-первых, больше закрыта, чем та моя старая подстежка. Вот она заходит на гамак побольше. У нее растяжки отсюда идут. То есть у старой была здесь дырка. И вот эти вот растяжки отсюда от гамака просовывались в дырку. Ну и потом растяжки шли. И за счет этого в дырку ветер попадал. А тут сейчас вот, как придумали, удобно. Здесь просто пристегиваешь гамак. Вот. Тут у меня, наверное, плохо видно будет. Я куртку еще вот так подложила, чтобы мне теплее было. И вот такие кармашки здесь. Огромные просто. Вон у меня там лежит. И они с двух сторон. То есть с той стороны тоже кармашки такие большие. Еще вот здесь разделение есть. Вот. Можно тоже сюда что-то класть. Ничего не будет разъезжаться. Можно все разложить удобно. Вот эти стежки. Мне кажется, что она поплотнее. Она вообще ветром не продувается. С ней будет гораздо теплее. В общем, вот я такая довольная таким новым приобретением. И она у меня уже давно лежит, но я ее первый раз взяла в поход. Потому что давно с гамаком не ходила. Собираю потихоньку гамак. Потом будем завтракать. И нам на электричку надо успеть. Поэтому снимать сильно не буду.
Вот, кто не видел мои фильмы про мои походы с гамаком, они у меня есть на основном канале. У меня плохая Карина. Тут всего 4 дырки. И она как-то некачественно сделана. Вот такая стояночка. Остается после нас. Сейчас остатки костра мы зальем оставшейся водой. И все. И пойдем. Такая вокруг красота. Хорошее местечко. Вот здесь я стояла. Сразу почти на обрыве. Очень классно. Петруха уже убежал. Он хочет на видовки на все зайти быстренько по дороге. А я не хочу быстренько заходить на все видовки. Поэтому я иду медленно, спокойно. Спуск крутой. Но хорошо, что все время теперь вниз. Этот поход был до того ровным, что мне захотелось экстрима. Я слазила на скалку. Вообще. А я довольная. Наконец-то мне что-то это захлестнула какая-то эмоция. Не только от красоты природы. Адреналинчик. Сразу настроение выше. Хочется бежать. Вот мы дошли до вчерашнего верблюда. По-моему, по подсветке то же самое, что вчера. Сегодня солнца нет. Оно вот утром выглянуло и спряталось. Вот, с этого ракурса видно, что это верблюд. Гордо голову вверх поднял. А с того ракурса больше похоже, что вот это голова и два горба. А отсюда вот голова и горб. И вот там еще арка. Красивая скала, еще бы солнышко сюда, и было бы вообще шикарно.
Вот я хотела бы туда залезть, но тут вообще без страховки нереально. Камни еще сыпятся. Так бы было здорово. Вместе. Вот я с другой стороны обошла, мы решили обойти верблюда. С этой стороны подсветка лучше. А вот отсюда еще арку видно. Вообще красиво. А мне вообще отсюда какую-то птицу напоминает. Вот типа голова, крылья такие. Какой-то на голубя похоже больше. С этой стороны даже красивее выглядит, мне кажется. А мы сейчас вот так спускаться будем. Получается, мы должны были с той стороны обойти и вот там начать спуск. А мы немножко сократили. Но тут очень крутой спуск. А вот с этого ракурса вообще на верблюда не похоже, но очень красиво. Да, с разных ракурсов по-разному выглядит скала. Красотища какая. Еще сыпуха какая-то, камни. Мокро еще все. И шишки под ногами. Из-за того, что земля мокрая, так скользко. Все, мы спустились эту крутень. Вот такой небольшой походик я для вас сняла. Там, кстати, Петя выключил в один момент, как раз когда упала. Так еще смачно шмякнулась на крутом там этом спуске. Сейчас хорошо. Все тут опало, трава упала. А тут вот летом просто жесть идти. Малина выше меня. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Вот так Петя воюет с невидимым врагом. Всегда в походах, все время. Кого-то бьет там по дороге. Хорошо, сейчас трава уже не живая. Воин, блин. Вот
Вот ночью точно были заморозки. Вот корка льда. Это подтверждает на луже. Мы сейчас идем. Холодно так. Пар изо рта идет. И я чувствую... Вот, Петя, я тоже это хотела сделать. Я чувствую, что прям холодно. Так и знала, что ночью заморозок был. Петруха мне весь кайф обломал. Я тоже хотела так сделать. Я люблю так делать. Главное не упасть, потому что скользко. Грязно, скользко. Сейчас там всю дорогу будет грязь вот эта чвякающая. Тем более, что раз был небольшой заморозок, был иней. Все мокрое, вот мы идем. И вот он сейчас подтаял. И грязи еще больше прибавилось. Мы-то думали, подсохнет немножко за ночь. Здесь прям вообще такая корка плотная. Сегодня намного холоднее, чем вчера. По крайней мере сейчас. Идем и прям холодно, руки мерзнут, пар изо рта идет. Надо поломать. Такой почему-то восторг от того, что ломаешь лед на луже. Ё-моё, какая красота. Бык так на меня угрожающе смотрит, вот этот рыжий. Коровки там у него. Думает, а вдруг я позарюсь на них? Да не боись, не нужны мне твои коровы. Забирай.